В соответствии с программой испытаний новых образцов водородных зарядов 30 октября 1961 года был произведен взрыв чистой водородной бомбы с тротиловым эквивалентом 50 миллионов тонн. Для подготовки бомбы к испытаниям и подвески ее к самолету был выбран один из аэродромов дальней авиации военно-воздушных сил, расположенный на Кольском полуострове. Проверка и подготовка изделия к испытанию производилась в специальном здании. Здесь детальному и строгому техническому контролю был подвергнут каждый узел изделия, каждый элемент его автоматики. Одновременно с подготовкой изделия производилась подготовка тяжелого бомбардировщика дальнего действия Ту-95, способного нести бомбу весом 26 тонн. Государственный испытательный полигон номер 6 Министерства обороны СССР, на котором должен был производиться взрыв бомбы, расположен на Новой Земле. Район Белушья и Губы — основная база полигона. Здесь размещаются штаб, научные подразделения, лаборатории и вспомогательные службы. Объединенный командный пункт руководства испытанием находился в подземном сооружении. Здесь большой радиотелеграфный и радиотелефонный узел. В его задачу входило поддерживать двустороннюю связь с пунктами, расположенными на территории полигона, с аэродромом на Кольском полуострове, с самолетом-носителем во время его полета. Площадка для сброса бомбы была выбрана в той части Новой Земли, где характер местности создавал наилучшие условия безопасности взрыва. Здесь было размещено большое число самой разнообразной аппаратуры для регистрации и измерения параметров взрыва. Управление аппаратурой, установленной в сооружениях опытного поля, производилось автоматически по радио. Радиосигналы поступали с площадки Д-8, где в подземном сооружении находился командный пункт службы автоматики поля. Здесь был установлен программный автомат, выдающий команды на поле в нужной последовательности. Заседание Государственной комиссии по проведению испытаний. Производится оценка общей обстановки, складывающейся в районе испытания к назначенному времени взрыва. Окончательно уточняется трасса и условия полета самолета-носителя. На Новой Земле еще раз проверяются условия безопасности от последствий взрыва для районов, расположенных вне территории испытательного полигона. До взрыва осталось несколько часов. В Белушьей начальник штаба полигона принимает доклад о мерах, принятых по выполнению оперативного плана морского обеспечения. В этом плане точно определено, где будут находиться корабли и личный состав полигона в момент взрыва. Принято решение подвесить изделие к самолету-носителю. Размеры бомбы не позволяют разместить ее в бомболюке самолета, поэтому она закрепляется снаружи под фюзеляжем. Утро 30 октября. Носитель готов к старту.
Последний инструктаж экипажей. Разрешен запуск моторов. Заработали турбовинтовые двигатели. Взлет разрешен. Следом за носителем в воздух поднимается самолет-лаборатория. Самолет-носитель с подвешенной к нему особо мощной водородной бомбой набирает высоту. Высота 10 500 метров. Экипаж самолета-носителя отлично подготовлен к выполнению ответственного боевого задания. На параллельном курсе самолет-лаборатория. Точно следуя намеченным курсом, самолеты приближаются к новой Земле. Носитель вышел на боевой курс. Цель видна. Управление сбросом бомбы переводится на автоматику. Сигнал «Сброс». На Д-8 включается программный автомат аппаратуры опытного поля. «Сброс». Экипаж одевает защитные очки. Программный автомат принял сигнал «Сброс» и выдает команды запуска аппаратуры опытного поля. Точно по расчету сработала парашютная система. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 километров. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Пронизав несколько слоев сплошной облачности, огненный купол через 40 секунд после взрыва достиг высоты 30 километров. С этого момента началось постепенное превращение купола в грибообразное облако. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. При возвращении на аэродром экипаж самолета-носителя наблюдал облако взрыва с расстояния 800 километров. Через несколько часов после взрыва на опытное поле вылетел вертолет радиационной разведки. Перед посадкой вертолета проверка на радиоактивность. Даже в самом центре площадки она оказалась незначительной. Испытательским группам полигона разрешен выезд в поле. Испытание особо мощного водородного заряда
имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердила, что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50, 100 и более мегатонн.